мужчина, который все круто изменит в вашей жизни. Общий расклад Таро для женщин на будущего мужчину или о мужчине из будущего. Также этот расклад Таро сегодня можно назвать послание от будущего мужа или сообщение от мужчины из будущего. Настройтесь на себя. Этот расклад Таро на один вариант, но в нем мы сегодня попробуем приоткрыть тайны и загадки вашего мужчины из будущего. Сразу хочу спросить у высших сил, чтобы оттолкнуться и понять, кто он, тот самый мужчина, ради которого все в твоей жизни перевернется. И суверенный. Суверенный значит независимый, а скорее всего человек, который будет свободный. Возможно, он уже сбросит свои рога, но, возможно, это тот самый мужчина, который не наставит тебе рогов. Поэтому суверенный мужчина, мужчина, на которого оказывать давление нет смысла, ну и, возможно, скорее всего, этот мужчина уже будет освобожден от бремени брака или от бремени отношений. Ну и, скорее всего, это тот самый мужчина, которого вы искали, потому что, в основном ищут мужчину свободного и независимого. Смотри, гарпии обычно о неких тревогах. И в твою жизнь он идет на таких энергиях тревожности. Возможно, ты будешь находиться не в самый лучший период в своей жизни, и вообще, скорее всего, тебе будет не до отношений. Энергии гарпии, они часто отталкивают или отгоняют мужчину. Но, скорее всего, это не тот случай, ведь в твою жизнь входит мужчина, который свободный, и, соответственно, у него энергии достаточно много. И, возможно, твоего крика или твоего напряженного состояния он не испугается. И, соответственно, он не испугается от твоих энергетик. Поэтому он идет больше с энергией позитива, чтобы где-то, может быть, утихомирить или сгладить твои тревоги. Знаешь, почему именно сейчас ты идешь к нему? Потому что ты уходишь от энергии женщины-паука. Женщина-паук, либо ты избавляешься от паучьей магии, сейчас в процессе избавляешься, либо уже избавилась, либо тебе просто придется избавиться от паучьей магии. Ну и этот мужчина идет к тебе именно сейчас, потому что, скорее всего, негативные родовые программы по линии матери на тебя или уже не действуют, или в ближайшее время они перестанут на тебя действовать, в негативном ключе. Ну и, соответственно, например, избавившись от влияния этой женщины-паука, ты будешь, менее тревожно, более спокойно, и будешь обладать большей энергией, которая будет располагать этого мужчину к тебе. На уровне душ вас будет связывать предназначение целей. Вы будете искать, ваши души будут объединены одной и той же целью. Это ли не прекрасно? Потому как цель является одной из главных движущих сил реальности, создания реальности. Поэтому ваши души свяжет одна и та же цель, общая цель. Ну и уже вырисовывается картина, где действительно мужчина не просто так будет свободен, он будет двигаться к какой-то цели.
И если ты сейчас тревожишься и чувствуешь какие-то негативные влияния со стороны женщины, родителей, общая цель у вас будет едина, вне зависимости от того, в каком ты состоянии входишь или ищешь этого мужчину, или ждешь, или входишь в новую реальность вместе с ним. А смотри, когда он впервые увидит тебя, он почувствует, что вы компаньоны или вы едины. Он почувствует единство с тобой и почувствует вибрации на уровне второй чакры и почувствует, что вы когда-то уже были вместе, или это такое дежавю. Он почувствует себя единым целым вместе с тобой. Ну, возможно, это будет чувство, которое вызвано какими-то твоими формами или движениями. Ну, и я не исключу, что это может быть что-то связано либо с танцем или с танцами, либо это будет что-то связано с кухней, да, потому что, ну, все-таки котел, да, это всегда либо танец, либо кухня. Да, это еще может быть смешивание, перемешивание, но больше это такая, знаешь, вот именно магия женщины. Женщина, она всегда, ее магия, как правило, идет либо энергия сексуальная, либо энергия кулинарная, либо энергия визуальная, да, где женщины энергия раскрывается обычно в танце. Окей. А вот это вот хочу открыть. Вот с первых минут общения ты заденешь его сердце, что он почувствует в тебе глубину лабиринта. Что это такое? Это загадка. То есть ты покажешься для него не просто единым целым, да, а еще и вот он захочет тебя разгадать. То есть он почувствует, что ты как женщина интересная ему, да. И может быть, с первых минут общения он будет понимать, что он тебя не до конца понимает, что он что-то недопонял, что есть какая-то недосказанность. То есть твоя загадка внутренняя вот с первых минут общения заденет его сердце. Окей. Да, и смотри, вот желание быть рядом, да, без слов, да, без объяснений. Между вами, вот помимо этой загадки, возникнет желание чего-то нового. Может быть, это желание жить, может быть, это желание познать друг друга поближе, да, поглубже. И все-таки вот сразу, без вот всяких слов, без объяснений, вам снова захочется жить. И это желание будет обоюдным. А вот смотри, в тебе пробудит его интерес и желание быть рядом с тобой, да, или с ним. Это умение слушать, умение находить или разделять точку зрения собеседника. Поэтому смотри, в тебе пробудит его интерес и желание быть рядом, умение слушать и разделять общую точку зрения. Вот смотри, он почувствует, вот когда увидит твой взгляд, он почувствует, что ты не просто так, ты, знаешь, не пустышка. Твоя загадка, вот этот вот лабиринт или неторопливость, да, умение держать интригу, да, какую-то, свидетельствует о твоем уме. Поэтому вот он, как только он коснется твоего взгляда, он почувствует
не только загадку в тебе, но и интеллектуальный потенциал. И где-то мудрость человека, который уже успел что-то увидеть, услышать в своей жизни. Но смотри, вы встретитесь именно в этот момент, но никак не раньше, потому что будет либо перелет, либо поездка, либо желание взять ситуацию под контроль. То есть, что это такое желание взять ситуацию под контроль? Скорее всего, и вам, и ему уже не будет хотеться, чтобы все шло не так, как вы бы хотели, или все шло не так, как бы он хотел. Поэтому вот вы встретитесь именно в этот момент, когда ваше желание быть лидером ситуации или взять вот ситуацию под свой контроль будет действительно вам нужно. Почему? Потому что вам просто уже все другие варианты не подходят. То есть, например, вы хотите уже этого человека по-настоящему, партнера, да, своего мужчину, ищете по-настоящему, готовы к этому по-настоящему. И быть лидером в этом по-настоящему вы тоже готовы в каких-то своих аспектах партнерских, женских, например, аспектах. Да. Смотри, вот в его жизни было много, когда он танцевал под бубен другой женщины, предыдущей женщины. И в новой жизни, скорее всего, он готов танцевать под твои ритмы, он готов подстраиваться, но он готов подстраиваться. Но учитывая то, что он понимает твой интеллект, да, понимает, что ты умеешь управлять, но он же также находится на шахматной доске. То есть он готов играть по каким-то правилам, в которых, знаешь, я чувствую, что хоть он и идет, да, с рогатыми энергиями, вряд ли он захочет быть козлом. Вот услышь это, да, то есть он идет, еще раз, первая карта у него рогатая, но независимая. Поэтому вот как он подготовлен, как его прошлое подготовило к отношению с тобой. Но, скорее всего, он склонен к компромиссу, но не будет готов к навязыванию правил, которые, возможно, ты будешь ему диктовать или будешь пробовать диктовать. Но смотри, за внешней уверенностью, за внешним спокойствием он может скрывать умение влиять на психику и может скрывать какой-то свой магический потенциал, который, может быть, не сразу раскроется. А также он вот за внешним спокойствием, да, или уверенностью может скрывать то, что он умеет слышать и чувствовать психику и душу человека. То есть он может скрывать какие-то свои экстрасенсорные способности и богатый жизненный опыт, где, будучи танцующим козлом под ритмы чужого бубна, он много чему научился и ко много чему готов в новых отношениях. Интересно, что мы видим здесь какие-то магические, мистические моменты. А вот эта карта, она говорит о том, что его, возможно, прозорливость, возможно, умение гадать на картах Таро или какое-то качество прорицателя, качество пророка
или человека, который действительно обладает эзотерическими способностями, по-настоящему притянут тебя как магнит, и ты не сможешь либо так просто оторваться от него, либо будешь готова слышать его и слушать его снова и снова, когда он тебе будет открывать какие-то свои грани, своей реальности, своего характера. Возможно, он будет открывать тебе карты своей судьбы и вашей общей судьбы. Окей. Смотри, вот ты почувствуешь, что это именно он, потому что ты, во-первых, почувствуешь такую легкость, воздушность, и тебе будет хотеться не только нового, да, вот чего-то, и быть лидером в этом новом, но еще тебя потянет на путешествия и на приключения. Не исключу, что вы с ним, возможно, даже либо познакомитесь во время поездки, либо после знакомства отправитесь куда-то путешествовать, либо проехаться, либо пролететь, ну, может быть, проскакать или потанцевать, да, вот так. И ты сразу поймешь, что это он. Он как котенок будет рядом с тобой на ковре самолете. Встреча, скорее всего, произойдет где-то на какой-то тусовке. Светская тусовка, может быть, пати, может быть, какой-нибудь фест. Ну, в общем, дискотека и праздник. Во время какого-то праздника, дискотеки. И, возможно, это будет не только праздник, но и юбилей, торжество, день рождения. Может быть, что-то, что веселит людей или объединяет их. Когда это произойдет? Но когда будет возможно это веселье. Когда это веселье будет возможно, вот тогда это и произойдет. Главное, чтобы оно было возможно, это веселье. Сестры принятия, да. Но, может быть, какие-то женщины или сестры пригласят тебя на какое-то торжество, которое будет возможно состояться. Ты почувствуешь себя, как будто происходит что-то волшебное, что-то магическое. И когда ты это почувствуешь, ты будешь как бы осознавать, тебя как будто электричеством ударит. И ты поймешь, что то, что происходит сейчас, это судьбоносно. Ведь ты не просто так смотришь этот расклад. А расклад – это и есть обряд и ритуал. Обряды и ритуалы под названием гадание. А гадание – это формирование слоев твоей реальности. Поэтому, когда состоится ваша встреча, возможно, в танце, возможно, в кружении чего-то, ты осознаешь, что эта магия уже происходит, что этот ритуал, который ты проводишь сейчас – и, возможно, проводила ранее по освобождению каких-то влияний, он начинает работать, начинает сбываться. И ты осознаешь судьбоносность событий, которые тебя объединяют с этим мужчиной, и тех событий, которых ты проходишь сейчас и проходила недавно, особенно с вот этой картой в связи. Но смотри, здесь изгнанница, и тебе нужно отпустить что-то. Но то, что тебе нужно отпустить, оно связано с изгнанием. Возможно, тебе нужно отпустить то, что ты белая ворона, или белая сова, или белый филин. Но эта карта больше о том, что для того, чтобы вот это вот происходило, да, то, о чем мы говорим, у тебя должно быть, знаешь, как бы прошлое за спиной отпущенное. То есть твоя отвязка должна состояться. И ты войдешь в этот танец и осознаешь магию и волшебство процесса, только будучи освобожденной от прошлого, но не тяня за собой или не беря
не беручи за собой груз прошлого, груз вины, ну или груз анафемы, или груз какого-то отречения. То есть даже если ты будешь отрезан от чего-то, у тебя после этого груза не будет. Поэтому тебе будет и легко. Поэтому тебе будет и легко принять этого человека, даже если он будет какой-то необычный, там, может быть, это медиум, или, может быть, человек, который обладает какими-то энергетиками или когнитивными способностями влиять на реальность, да. Знаешь, вот встреча с ним станет точкой перелома, потому что ты будешь готова получать от жизни удовольствие и наслаждение. Вот так вот. И если ты готова получать от жизни удовольствие и наслаждение, напиши в комментарии, обязательно поставь лайк, поддержи канал. Хорошо. Вот смотри. Вот твои, да, вот взгляды на любовь и доверие он изменит однозначно. Почему? Потому что с этим человеком ты сможешь спокойно и любить, и доверять, без тени сомнения. И вот смотри, он поможет тебе исцелить твои страхи, которые связаны с твоей матерью, с женщиной, которая тебя доставала, пугала, и страхи, которые связаны с твоими страхами по поводу детей. Вот в твое сердце он принесет ощущение вот такой невидимой защиты, спокойствия и покровительства. То есть ты будешь чувствовать, что вместе с этим мужчиной ты не только спокойна, да, но и защищена. И в твоем безмежном океане эмоций царит покой, тепло и ощущение тишины. Вот такое мирное, не пугающее, не холодное, а теплое, как треск костра в камине. Вот такое ощущение идет от этой карты, да. И это будет действительно глубокое исцеление чувства страха и неуверенности в завтрашнем дне. Ну, смотри, вот в твое сердце, да, он принесет такое желание вот какой-то неторопливости и желание именно вот отпустить именно отпустить силу. Почему-то у меня идет этот поток. Поэтому вот давай так. В твоем сердце появится ощущение, что тебе не надо отвечать за все вокруг. Вот так. Вот этот вот идет поток. Поэтому в твоем сердце действительно воцарит покой и умиротворение. Да, я вот хотел связать эти две карты, посмотреть, да, потому что у нас полностью поток, вообще без каких-либо намеков, да. Ну вот смотри, вот чтобы показать тебе серьезность своих намерений, он позволит тебе немножко поуправлять собой и где-то пойдет на какое-то приключение или пойдет на какие-то шаги, которые ему не свойственны, непривычны, но и, возможно, для тебя тоже будут в диковинку. То есть ради тебя он пойдет на какие-то уступки,
Но помни о компромиссе, помни об этой карте. Она здесь играет большую роль. Вот смотри, я говорил, что ты почувствуешь в нем защиту, но не угрозу, потому что ты услышишь внутри себя вот эту тишину. Keeper of Silence. И вот здесь эта карта, это вот и вот эта карта, да, они связаны. Вот я сказал, эта тишина будет не пугающая. Поэтому почему ты почувствуешь в нем именно защиту, а не угрозу? Потому что тебе будет тихо и спокойно. Эта карта только есть подтверждением. То есть себя будет, знаешь, как немножечко развозить, размазывать, да, от его энергии. И ты будешь растворяться медленно вот в нем. Интересно идет поток, правда? И вот смотри, то, что я говорил. Будучи рядом с ним как женщина, а он будет рядом с тобой как лев. И вот именно этим пробудит в тебе женственность, о которой ты давно, возможно, забыла. Слабость, тишину, тепло. И вот этот магический, да, даже мистический процесс растворения в нем. Вы знаете, вы будете оба меняться через эту связь, и это будет как сон. Почему? Потому что ты о нем давно мечтала, а он давно мечтал о тебе. И вы будете меняться через эту связь не просто как будто бы это так и есть, а как будто происходит какая-то магия, мистика, волшебство. Доказательством твоей уникальности, да, или какой-то особенности станет твое умение принимать, жертвовать чем-то и осознавать, что ты принимаешь, ради чего ты жертвуешь. И смотри, здесь овечка, да, или козленок, и здесь козленок. Возможно, ты будешь принимать его слабости и где-то не бояться жертвовать собой во имя его слабостей. Такое тоже может быть. Ну, смотри, ты сама не осознаешь, да, но ты изменишь его жизнь. И как это произойдет? Благодаря честности, спокойствию и равновесию. Но это честное, спокойное равновесие будет идти где-то, благодаря его энергиям, от которых, подпитываясь, ты будешь ощущать вот эту вот тишину и защищенность. Поэтому вы будете где-то уравновешивать и балансировать друг друга. Ты знаешь, ты почувствуешь, что эта любовь возможна, и эта связь возможна, когда будешь исцелена по-настоящему. И когда твой энергетический уровень или уровень твоих внутренних энергий и уровень твоего здоровья будет соответствовать готовности принять в свою реальность того мужчины, который изменит все круто в твоей жизни. То есть произойдет процесс исцеления. И вот эта вот женщина, реальность уйдет этой женщины из твоего мира. Но появится реальность и сила вот этой женщины. А здесь сила. Сила темной магии и колдовства уйдет, и появится сила и реальность светлого целителя, целительницы даже. Но, во всяком случае, это женские светлые энергии придут на место темных женских энергий, это точно.
ты почувствуешь, да, что этот мужчина послан судьбой, даже поймешь. Ну, во-первых, ты услышишь песню, и это будет правдивая какая-то песня, которая тебе очень нравится. Но ты поймешь, что тебе больше не нужно врать, и что человек с тобой искренний. И вот ты будешь в чем-то сомневаться с этим человеком. А когда ты поймешь, что этот человек тебя не обманывал, то ты поймешь, что именно этот мужчина послан тебе судьбой. Здесь бард правды, и это правдивая песня твоя и его. Поэтому вы поймете, что созданы друг для друга, когда проверите друг друга на правду или ложь. Эта встреча приведет вас к аспекту хищника. И у вас появится страсть, она вспыхнет между вами. И с этого момента начнется активное изменение вашей жизни вместе с этим мужчиной. Это надолго. И сам процесс связи с этим мужчиной будет обучать и его, и вас. И по этой карте вас это может научить быть хозяйкой семьи. Ну и его в том числе, и как минимум его это может научить не быть трутнем. Ваша жизнь поменяется очень сильно. Здесь птица Феникс. Феникс всегда о трансформации, о перезагрузке матрицы судьбы, о перезагрузке реальности. Ваша жизнь будет измениться до неузнаваемости. И так как вы жили раньше, вы не сможете жить. Но это касается не только вас, но и его в том числе. Вашей жизни и его жизнь поменяется. И не будет уже похожей на прошлое. И вот результат. Женщина в тотальном внутреннем контроле. И это ощущение, оно будет с этим мужчиной, вне сомнения. И суть изменений в вашей жизни, о вопросе, который вы прочитали в заголовке к этому видео, мужчина, который все круто изменит в вашей жизни. Так вот, все круто изменит. Что именно он изменит? Он изменит ваше ощущение внутреннего контроля. Women in total control herself, да, или himself, говорит о том, что женщина вернется в состояние внутреннего контроля или внутренней ведьмы. Но внутренняя ведьма всегда знает, что будет дальше, как будет дальше, и как управлять своей реальностью, не отвлекая внимание і не привлекая внимання посторонніх лиц. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку. Цей чоловік вже поспішає в вашу реальність. Побачимось, почуємось. Па-па.